Под лай соседских собак мы отправляемся на автобусный терминал. Зачем-то я позвала одну собаку, и они все начали гавкать. Многие дома — это отели. Прям даже подавляющее большинство, наверное, здесь отели. Если даже не полноценный отель, то там, скорее всего, сдаются какие-то комнаты, Airbnb, как мы, например, сняли. И также на многих гостиницах сейчас висит табличка, что нет мест. То есть прям очень много туристов приехало на Октоберфест. Но мне кажется, здесь всегда много туристов, потому что место действительно такое классное, прям очень атмосферное. Такой хлеб огромный, местной пекарни. Мы сейчас в пекарне купили такой крендель, прецел, точно не знаю, как называется. Похож на настоящий немецкий. Буду пробовать. Вкусный реально. Немного хрустящий. Это наш автобус, на котором мы отправляемся в Ла-Кумбресита. Итак, мы приехали в город Ла-Кумбресита. Отправляемся его исследовать. Здесь так прохладненько, свежий такой ветерок. Надеюсь, мы не замерзнем. Выглядит все очень интересно. Ла-Кумбресита – небольшой город, расположенный в горах провинции Кордова, Аргентина. Этот город похож на маленький немецкий городок и населен иммигрантами из Центральной Европы. Ла-Кумбресита – пешеходный город. Если приехать сюда на автомобиле, то его попросят оставить на парковке на въезде в город. Атмосферный ресторан, хостел. Здесь получается тоже немецкий городок. Это главная улица, как мы поняли. Много отелей, красивых домов. Ну и вообще очень красиво и живописно. Мы собираемся пойти наверх, вот сюда, по этой тропе. Да-то там наверх ведет дорожка. Мне понравилось, как в этом городке сделаны контейнеры для пластиковых бутылок. Такие деревянные тоже, экологичные, красивые. Мы отправляемся в сторону водопадов. Подъем несложный, дорожка вымощена камнем. Идти приятно. Вот сейчас оттуда мы пришли. Там этот домик стоит внизу. Еще идем дальше. И здесь тоже жилые дома. Хотя я не уверена, что это жилой дом, но какое-то здание. Но по бокам там точно есть жилые дома. Вот этот, например. Так, мы двигаемся в эту сторону, в сторону каскада Гранде. Очень красивые дома. Как красиво и загадочно выглядят эти деревья. Прямо как из какой-то сказки. Таинственная тропа. Так, здесь информация о водопаде. Идти 500 метров, 25 минут. Вот, если я все правильно поняла. А здесь растет малина. Такое дерево мощное. Вниз там тоже проволока колючая, обрыв. Ой, вообще кайф, на самом деле. Так мне нравятся такие места, природа. Туда прямо. Ого, это что, что это за механизм? Ничего себе. Так он немного шатается. Ко мне предстоит идти вперед по такой тропинке наверх. Странно, еще такие камни блестящие. Что у них такое? Интересно, блестит. Порода какая-то, видимо. Ух.
Так, здесь красиво и тихо, спокойно. Здесь какие-то ягоды растут. Красненькие. О, вообще кайф. Такая лесенка. Много лесенок из камней. Каменных прям. Красиво вообще. Просто огонь. Мне так нравится. Здесь какое-то опасное, видимо, место. Так перила сделали. Видимо, здесь вода идет в какое-то определенное время года. Вообще, так кайфую я от этого места. Так давно мы не были в каких-то горных походах, в горах. Так свежо здесь, красиво. Камни еще эти блестящие. Вообще, как будто такой гламурный трекинг. Мы дошли до этого водопада. Он оказался небольшим, но, как водится в таких походах, в трекингах, самое интересное — это путь, а не пункт назначения. Там есть еще возможность спуститься ниже, тоже по камням, по колдобинам. Сейчас пойду туда. Мы спустились вниз к воде. Маршрут был не очень простой. Там прям по камням приходилось карабкаться чуть-чуть, но нормально. Наверное, это для меня непростой, потому что я такой неподготовленный турист. А для других, возможно, это прям пару пустяков. Очень здесь красиво, живописно, огромные камни, прохладно. Мы идем обратно с водопада. Самые сложные карабкания прошли. Прям местами на четвереньках приходилось карабкаться. Но опять же, это с моим уровнем подготовки, который примерно 0. Сейчас идем уже в цивилизацию. Вообще, я заметила, здесь такие деревья необычные. Они прям сами по себе очень гладкие, как будто лакированные. Мне это показалось очень любопытным. Возможно, поэтому здесь столько всего делают из дерева. Вот мне интересно, это дерево чем-то обработано? Или это наверняка чем-то обработано, но оно реально прям гладкое, глянцевое. Тоже очередное кафе небольшое. Киоск. Такой атмосферный киоск здесь в горах. Тоже какие-то домики, отели. И здесь вообще непонятно зачем мрамор. Может, это мрамор так блестит здесь в горах. Идем обедать. Решили пойти в то место, в которое нам посоветовала владелица нашего Airbnb. У них и рейтинг хороший, и место очень живописное. Прямо возле реки. Это мы сейчас на водопад куда ходили. Это вот река идет с того водопада. Очень атмосферное местечко. К лимонаду принесли сахар, и здесь даже написано на немецком, даже на сахаре. Супер. Вкусно пообедали. На двоих у нас получилось 11 500 песо. Это чуть больше $10. Нормально, вкусно. Сейчас идем на следующий трекинг. Трекинг, по-моему, 2 километра в одну сторону и, соответственно, 2 километра обратно. Ну, посмотрим, сколько осилим, столько пройдем. Сколько не осилим, столько не пройдем. Подъем крутой.
История города Ла-Кумбресита начинается с доктора Хельмута Кобьёльского, который приехал с семьей из Германии в Аргентину, чтобы возглавить компанию Siemens Buenos-Aires. В 1934 году он купил 50 гектаров земли в пустынной местности в горах Кордобы с целью обустроить себе место для отдыха. Уже через год начали строить первое здание – летний дом отдыха. Со временем друзья семьи доктора Хельмута стали приезжать и останавливаться в этом доме, который позже стал семейной гостиницей. Кто-то здесь дом строит с таким видом прекрасным. Вообще, конечно, красота. Тихо так. Мы решили не идти до конца маршрута. Тут, в принципе, горы и горы, чуть-чуть повыше, чуть пониже, но вид примерно одинаковый, один и тот же. Очень красиво. Здесь такая береза. Много берез здесь, кстати, растет. И вид. Камни огромные. Глядя на все эти деревья, трудно представить, что изначально эта местность была пустынной, со скудной растительностью. Озеленением местности занялись братья Энрике и Федерико Берент, зятья доктора Кобьёльского. Они приехали из Европы и целый год жили в палатках и развивали питомник. Они посадили первые деревья и проложили дорогу до ближайшего города. Меня все мучает вопрос, что это здесь так блестит. Видно, я думаю. Вот так, наверное, на солнце. Красиво, но непонятно. Вот камень побольше, тут видно лучше. Прям слоями, как что-то блестящее, какой-то минерал, что ли. Вся дорога вот блестит, поэтому из этих блесток. Здесь в этом городке несколько трекингов, все оборудованные. Сейчас мы пойдем к озеру. Потому что туда вниз спускаться. Это вот река горная, все с того же водопада, на котором мы были утром. И потихоньку пойдем. Написано идти 20 минут. Чтобы трекинг прям оборудованный, но понятно, куда идти. Очень живописно, красиво здесь. То есть тропу видно, но, конечно, надо перешагивать, иногда карабкаться. Но в целом на то это и есть природа. Прошли одно небольшое озеро, но кажется, нам нужно идти дальше. Возможно, это и было то озеро. Вот. Живописненько так. Ягоды какие-то, цветочки, деревья. Красиво. Собственно, да, это и было то озеро, которое мы прошли. Ну, там 5 минут буквально было идти. Не знаю, почему было написано 20 минут. А дальше все уже обмеление такое, небольшая речушка и дальше дорога. Некоторым гостям семьи Кобьёльского так понравилась эта местность, что они решили остаться жить в Ла-Кумбресите. Туристический интерес к городку рос, и до сих пор туристы приезжают в Ла-Кумбреситу посмотреть на водопад, хвойные леса и другую растительность, сходить в трекинги.
Такая большая собака здесь ходит на автостанцию. Ну, собственно, все. Мы посмотрели этот небольшой городок, сходили на трекинги. Понравилось, красиво, все замечательно.